Ну, это хороший вопрос. Очень часто спрашивают, со скольки, с какого возраста можно заниматься боксом. Начнем, наверное, вот с чего. Бокс состоит из 3 вещей. Первое – это сила. Для бокса вы должны быть очень сильным. Техника всегда ставится на силу, потому что вот один в этом силен, другой в этом силен. И вот мастерство тренера вот именно на этих вещах и развивать бокс. Второй момент – это техника. На силу ставится техника. Никак по-другому. Я объясню это с другой стороны. Вот есть такое понятие доминантные мышцы. Например, вот мальчишки, вот он качался бедный, накачал себе вот такую вот грудь, и у него стартовая сила, которая идет от тела, очень сильно хорошо выстреливает. То есть мышца очень хорошо прокачана. Но из-за того, что мышцы на плече, на лопатке не развиты, у него просто доминанта срабатывает, и у него в самый последний момент рука проваливается или уходит с линии удара. То есть нету самой жесткости в последний момент, он не может ее удержать, сваливается удар. Это как бы как технический момент, так и силовой момент. То есть из первого мы подчеркиваем второе, из второго мы обращаем внимание на первое. Сила и техника, они безусловно должны рядом идти. Но это еще не бокс. Бокс – это третье, это тактика и стратегия. То есть это умение пользоваться первым своей силой и второе своей техникой. И вы должны быть настолько изобретательны в своей стратегии, что этим и только этим вы выигрываете. Вот как можно 7-летнему ребенку или 5-летнему ребенку привить бокс? Да никак. На первых этапах, вот 7 лет, вы будете делать из ребенка просто богатыря. То есть вы будете его специальными упражнениями готовить. То есть укреплять сила и вести его через силу к технике. Вот это первые 2 этапа, которые можно делать до 14 лет. С 14 лет, когда меняется вся химия, то есть подросток превращается в мужчину, меняется весь гормональный, уже набирается сила мужская. Вот с 14 лет, примерно с 14-15 лет начинается уже бокс. Это то, когда вы психически уже более-менее окрепли. До этого момента очень легко, ребенка вообще легко сломать. То есть достаточно один раз сильно напугать силой, и он не сможет это победить. Причем не сможет это победить это буквально в течение всей жизни. Поэтому не пугайте боксом детей. Сначала вы должны укрепить своего ребенка, потом научить его правильно. И только потом уже тактикой и стратегией обучить его, что он должен и что он может делать в бою. Это как бы ответственность, да, такая безусловная. Ко мне вот тоже приводят мальчишек сейчас в буквальном смысле, не то что хилые, то есть они вообще еле ходят. То есть и больных много приводят детей, вот им надо как-то помочь. Здесь, еще раз говорю, здесь, вот эта вот тонкая грань, не повредить. Вы должны понимать, что в первую очередь любой вид спорта, он должен преследоваться с точки зрения здоровья. То есть рост возможен только тогда, когда вы здоровы. Если вы не здоровы, роста не будет. Причем здоровье и здесь, и в мышцах, и везде должно быть абсолютное. Для бокса вы должны быть очень совершенны. Но сейчас таких людей все меньше и меньше, поэтому приходят мальчишки и раненые, и всякие приходят. Поэтому здесь уже мастерство тренера, как вывести. Потому что не все готовы к поединкам, к боям, к чемпионатам мира и так далее, и так далее. Большинство людей все-таки, они более прагматичные, и они занимаются для себя, для своего статуса, для своей уверенности. Вот. Бокс состоит из многих видов спорта. 27 олимпийских видов входят в бокс.
Вот такие виды, как, например, плавание. Нигде ты не научишься дышать так, как тебя может научить плавание. Конечно, плавание поможет боксеру. То же самое легкая атлетика. То есть рваный ритм, фарлеп тот же, рваный бег. Ну, без этого никуда.